Скрытое возвращение легенды, новая миссия трио Итадори, Мегуми, Набары и последний игрок смертельной миграции. Антагонист все же смог передать свою волю, и получается, что еще ничего не кончено. Радостный анонс по манге «Магическая битва» от Акутами Гэга. Неужели нас все же ждет продолжение магички или же вторая часть? Получается, прошлый мечтательный видос, где мы разбирали, почему мангака может продолжить тайтл, были не такими и заоблачными. Выходит, что и мемы в комментариях под прошлым видосом про магичку Шипуден уже и не являются таковыми. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Повествование начинается с поминок сестры Фушигура. Помогла Мегуми с приготовлениями сёка, которая считала, что приведение тела в порядок очень важно, даже если по итогу придется его кремировать. Также она вспомнила еще одну ошибку Сатору, поскольку если бы тело Сугуру Гетто изначально предоставили бы ей, то в конечном итоге всего бы этого не произошло. И Мегуми с ней соглашается. Вот только как Годжо мог знать о том, что телом его друга завладеет мозговой червь? Поминки эти длились недолго, так как Фушигура вызвали на миссию, связанную со смертельной миграцией, так что в скором времени он покинул кладбище. Ну а Сёка же решила в который раз бросить курить. Также стала известна информация насчет самого Тенгена. Оказывается, после уничтожения Сукуны в его прахе были найдены ее остатки. Дабы поддерживать чистые барьеры по всей Японии, Гакуганзи возложил то, что осталось от Двуликого, туда, где раньше находился сам Тенген. Это позволит ненадолго сохранить работоспособность барьера. Однако вопрос в другом: насколько в целом безопасно использовать останки Сукуны для таких целей. Именно поэтому, так как это была временная мера, Утахиме считала, что им нужно как можно скорее придумать план поддержания барьера, дабы если они исчезнут, не случился всемирный апокалипсис, да и смертельная миграция все еще действует. Но Гакуганзи велел им не беспокоиться об этом, ведь они все еще были слишком молоды для таких хлопот, утверждая, что все будет в порядке. Маки же в это время встретилась со старыми знакомыми, которые помогли ей стать сильнее. Там она передала Дайда катану, являющуюся проклятым оружием, которой он очень обрадовался, ибо в прошлом он все же был самураем. Из этой встречи нам стало известно, что смертельная миграция хоть и не прекратилась, но пока находилась в каком-то плане застоя, поскольку большинство игроков перестали убивать друг друга и начали работать вместе. К тому же Мегуми Хана и Юдзи занимаются поиском и сбором проклятых предметов, оставленных Киндзяку, а благодаря внесенным правилам миграцию, шаманы вероятно также смогут отправиться за игроками, которые были похищены американской армией. И несмотря на то, что весь мир узнал о существовании проклятий, в целом обстановка устаканилась, ведь Япония все еще является центром, куда стекаются все проклятия, с которыми шаманы вполне способны справиться. Дайда был не против остаться здесь, ибо сражаясь с проклятыми духами, ему всегда будет что порубить. А вот Мио был наоборот не в восторге, поскольку проклятие не знает дисциплин сумо. На прощание Дайда сказал, что хотел бы еще раз сразиться с Зенин, когда придет время очищения. Но Маки ответила лишь ухмылкой на его просьбу. Шарль все-таки продолжил работать мангакой, но пока он был совершенно недоволен своей рисовкой, да еще и не поспевал за дедлайнами, так как его подгонял редактор. Далее следует самый интересный момент, как по мне, ведь в нем Акутами внезапно вернул легенду. Беседа Такабы, как всегда, была о шутках, в которых он хотел уменьшить количество черного юмора, и о предстоящем выступлении, перед которым им нужно было порепетировать. Ну а интерес этой страницы в том, с кем в этот момент разговаривал Такаба, ведь у его собеседника была очень похожая прическа, как у Киндзяку. И тут читатели разделились на два лагеря. Одни считают, что это был просто какой-то левый человек, похожий на Кена, а другие считают, что это как раз таки Киндзяку. И мне больше нравится второй вариант, поскольку если бы это был обычный левый тип, косплеющий Гетто, тогда бы Гага не старался так прятать его лицо. Ведь мангака намеренно в обеих фреймах, даже на котором не было никаких проблем это сделать, не показал лицо Киндзяку или же его подранка.
подражателя. Так что тут либо Такаба рехнулся и у него появился воображаемый друг Киндзяку, либо легенда реально вернулась. Ибо антагонист говорил, что кто-то другой обязательно унаследует его волю. Если, конечно, это он говорил не про слияние с Тенгеном. Но в целом Акутами Гэгэ неплохо нас так забайтил. Смертельная миграция не завершена. Да, приостановлена, так как местиловки нет, но все еще действует. Тенген сейчас как полумера, барьеры долго не продержатся. Хотя Гакуганзи вроде как имеет какой-то план, но в ту же очередь вдруг что не так с ними будет, может принудительно завершить миграцию. Да и не забываем о том, что мы говорили в прошлом ролике, а тут еще и анонс от мангаки по поводу тайтла. Неужели реально продолжение манги готовится? Но об этом мы поговорим в конце ролика. Далее, по небольшому, Амай решил попросить прощения у того, над кем он хоть и не издевался, однако стоял на стороне обидчиков, не пытаясь ему помочь. Естественно, тот парень даже не подумал его прощать, оставив Амай навсегда с этими сожалениями. Хигурума же, помимо того, что выжил в битве против Сукуны, его еще и отмазала верхушка шамана в совершенном им убийстве, пока он был адвокатом. Ведь теперь он персона гораздо ценнее в сфере деятельности устранения проклятий. Но его напарница не отчаивается и говорит, что может начать дело заново, как представитель тех, кто пострадал. На что Хигурума согласился, хотя я таки не понял, он согласился на то, чтобы судебный процесс по его преступлению снова возобновили. Показывают также, что Мегуми действительно жаль за то, что Сукуна сделал с Ханой, пока тот завладел его телом. Ангел хоть и объяснил, что Двуликий лишь воспользовался воспоминаниями прошлого и что об этом сейчас не стоит переживать, но Хана все еще стесняется. А когда Мегуми с желанием помочь сказал, что может стать ее правой рукой, та вообще надумала себе такого, что чуть ли они не поженятся. Ведь чувства Ханы все еще к нему остались, чем собственно и воспользовался король проклятий. Однако Мегуми не закладывал никакого любовного подтекста в эти слова, из-за чего и смылся, говоря, что ему пора на миссию. Затем нас внезапно переносит к инциденту с проклятием одной парочки, где мужчина оказался жертвой чрезмерной деформации лица. Однако на деле Фукудзава совершенно не совпадал с описанными данными. Единственное, кто таким его видела, была его жена, которая и была проклята. Так что Набара пошла лечить ее молотком и гвоздями. В конце же главы всплыла более важная информация. По словам Иджичи, была обнаружена остаточная проклятая энергия, в которой не ощущалось намерений убивать, и вероятность того, что это был проклятый дух, была крайне мала. Так что Мегуми предположил, что скорее всего это какой-то неизвестный игрок смертельной миграции. Итадори же не видел в этом ничего сложного, утверждая, что это будет легкая победа для их троицы. Но что-то мне совсем не нравится беспечность главного героя, будто в следующей главе все может обернуться не совсем хорошо. Ведь Фушигура выглядел довольно серьезно, поскольку они совершенно не знают, с кем могут столкнуться. И этот игрок вполне возможно способен скрывать свои намерения, как это было на мосту Ясахати. Теперь же касательно анонса от Акутами Гэгэ по магической битве, который должен порадовать читателей манги и состоится в 271 главе. Многие прям загорелись этой новостью, как собственно и я сам, ожидая продолжения тайтла. Поскольку слова редактора «это еще не все» действительно вселяют в это надежду. И они уже точно не говорят о грандиозном проекте, как это было с бесплатными главами. А ведь Гэгэ и правда накаливает грядущее объявление тем, что упомянул о том, что тело Гетто нужно было обязательно кремировать, опять-таки не упоминая, что случилось с ним после того, как Юта победил Киндзяку. Потом же опять-таки, кто был тем собеседником Такабе, почему он похож на Кена и почему не показывал его лицо. Возможно и правда намечается продолжение магической битвы. У меня на канале об этом даже выходил отдельный ролик. Но точную информацию мы узнаем только на следующей неделе, так что пока мы не знаем наверняка, что это будет. Полноценное продолжение истории, например, Магичка 2, Магическая битва Шипуден или же сиквел. Надеюсь, видя намеки касательно тела Гетто, антагонист в лице Киндзяку вернется, чтобы продемонстрировать нам итог великого слияния после завершения миграции. Так что будем ожидать следующую главу, чтобы наконец-то наверняка узнать, что на самом деле задумал Акутами Гэгэ. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.